astaxanthin to the feed. Otherwise, they don't get their typical red color in the flesh. Вы на самом деле встречаетесь с астаксантином и в ваших обычных домашних условиях, когда вы едите красную рыбу, потому что считается, что именно лосось имеет свой цвет благодаря тому, что он ест огромное количество водорослей, содержащих астаксантин. But we also noticed that it was very important for the salmon. Without astaxanthin, they could not survive out in the wild. И для рыбы очень важно это содержание астаксантина, потому что именно этот компонент помогает ему выживать в очень суровых водах. So we realized that it was much more to astaxanthin than just a pigment. So then we started to look also on human and animal nutrition in general. И мы поняли, что астаксантин это не просто пигмент, который придает цвет чему-то, что это очень важный компонент, и начали его изучать. And today we have worked together with Oriflame for almost 10 years. И на данный момент мы работаем в разработке астаксантина и его культивации с Oriflame уже более 10 лет. And to produce astaxanthin, we cultivate an algae. Для того, чтобы выработать астаксантин, мы работаем с водорослями. And that's a green unicellular algae that you found out in the Stockholm archipelago. Это водоросли, которые живут и здравствуют в Стокгольмском архипелаге, они зеленого цвета, классические водоросли. And as long as we give it a lot of nutrient and love, it's green and just divide and becomes more and more cells. И они имеют первоначально зеленый цвет. But if we start to starve it on nutrients like nitrogen, it forms a survival fauna. Но если на них начинают действовать такие неблагоприятные факторы, как УВФ-излучение, недостаток питания, они начинают вырабатывать защитную форму, то есть астаксантин. And in this stage, it's accumulated a lot of lipids to have as energy store within the cells. And with the lipids, they store astaxanthin to protect the lipids from oxidation. И именно астаксантин помогает клеткам защищаться и, в общем-то, выживать в этих условиях. But the cells are also lying on the rocks, exposed to a lot of sunlight, UV light. So they also need the astaxanthin and sunscreen to protect the cell DNA, the cell nucleus, from damage. И именно астаксантин помогает водорослям гематококус плевалис. Yes. Гематококус плевалис они называются выживать, если, например, их выбрасывают на камни, и они какой-то период времени находятся вне своей естественной среды. So for the algae, astaxanthin is a question of survival, to work as an antioxidant and a normal sunscreen for them. Астаксантин, как вы поняли, это натуральная форма защиты для водорослей, и она им помогает выживать. And if we start to take red cells, give them nutrients, they turn back to the green cells form again. И если водоросль потом попадает из этих неблагоприятных условий, с камней, например, ее выбрасывает обратно в воду, она становится опять зеленой. Не умирает. Не умирает. And we cultivate these algae indoors in the Stockholm archipelago. И именно эти водоросли мы берем со Стокгольмского архипелага и культивируем. And when we harvest, we take away the water, dry and crush the cells, so we get an algal meal. То есть мы помещаем водоросли в неблагоприятную для них среду, получается, разрушаем клетки и выделяем оттуда астаксантин. And that's the algal meal that goes into the capsules. Потом капсулируем их в привычную для нас форму. So it's a pure natural form of the algae, no extraction, no solvents involved. И фактически это натуральная форма водорослей, да, без каких-либо дополнительных добавок. And there have been a lot of studies done now on astaxanthin. More than 40 clinical trials has been done on our product on humans to show the benefits. И сейчас очень большое внимание уделяется астаксантину как таковому, как такому продукту инновационному, и более 40 исследований научных посвящено именно влиянию астаксантина на человеческий организм. If we take the capsules, astaxanthin is taking up all over in the body. Если мы принимаем эти капсулы, то астаксантин, в общем-то, влияет на весь наш организм. And we are built up by cells, and each cell is surrounded by a cell membrane. Он очень хорошо влияет на мембрану
Клеточную мембрану. Клеточную мембрану, да, в целом. And on the picture over there, you see a fraction of the cell membrane. Развернитесь и посмотрите на слайд, который здесь представлен, и вы видите схематическое такое показанное влияние астаксантина. То есть он прошивает какую-то клетку насквозь. Мембрану клетки насквозь, да. And the red molecule is astaxanthin. As you can see, it stretches through the membrane. Да, вот красная молекула это как раз-таки астаксантин, и он как будто бы проходит между мембраной, защищая ее полностью, любой клетки. There it protects the cell membrane and its components from oxidation. Защищает всю мембрану клетки и является одним из сильнейших антиоксидантов. It's very important for the vitality of the cell, its function, that the cell membrane and its component is not oxidized. That it's important for the cell and its function that the components and the cell membrane is not oxidized. Разумеется, для функционирования жизнедеятельности клетки очень важно, чтобы мембрана не получала никакого доступа к кислороду, свободным радикалам. And also the mitochondria, small organelles within the cells, are built up by those membranes. Эти митохондрии, небольшие вкрапления, которые содержатся в наших клетках, они строятся из этих мембран. And in the mitochondria, we generate all the energy we need. Именно в этих митохондриях фокусируется вся энергия, которую затем наш организм использует для жизнедеятельности. So with astaxanthin, we see that we protect the mitochondria so they can produce more energy to us. Давайте посмотрим на процесс очень просто. С помощью астаксантина мы укрепляем митохондрии. Если митохондрии чувствуют себя максимально энергично, максимально защищенно, соответственно, наш организм тоже получает большее количество энергии в своем распоряжении. So this that astaxanthin protects the cell membrane, mitochondria, all over the body, gives a lot of good benefits of astaxanthin for us. Итак, астаксантин защищает митохондрии, защищает мембраны клеток и, соответственно, защищает весь наш организм от свободных радикалов и придает нам энергии каждый день. One of those is that astaxanthin goes out in the skin and protects the skin from damage from UV light, for instance. Разумеется, если мы посмотрим на влияние астаксантина, допустим, на нашу кожу, то здесь мы видим точно такое же действие, как на водоросли, которые попали на поверхность под солнечные лучи. Астаксантин защищает нашу кожу от негативного воздействия окружающих внешних вредных факторов, в частности, солнечного света. The UV light trigger through oxidation some enzymes in the skin that start to degrade the collagen synthesis. Разумеется, если мы посмотрим на то, как солнечный свет влияет на проявление процессов старения в нашей коже, то все очень просто. Солнечный свет запускает в клетках процесс распада коллагена. Соответственно, наши клетки кожи становятся более уязвимыми, и на нашем лице проявляются все признаки фотостарения, которые можно найти. So astaxanthin in the skin protect the collagen layer, and thereby we get better moisture, better elasticity with the astaxanthin. Таким образом, астаксантин укрепляет мембраны клеток нашей кожи, в частности, укрепляет содержание коллагена на клетках нашей кожи. И когда мы говорим о поддержании красоты изнутри, вот, пожалуйста, наш астаксантин поддерживает красоту клеток, красоту нашей молодости кожи изнутри. It also has good effect on the muscle. When we train, exercise, we build a lot of singlet oxygen, free radicals in the muscle that can damage the muscle cells. На самом деле, астаксантин еще также очень положительно влияет на наши мускулы. Например, когда мы тренируемся, то в наших клетках, в наших мускулах образуется огромное количество вредных токсинов. И здесь астаксантин защищает наши клетки мышц от свободных радикалов и поддерживает их оптимальное здоровое состояние. So with studies with astaxanthin, it's been shown that you can work longer with your muscles without getting tired. И здесь непосредственно положительное влияние астаксантина, к примеру, сказывается о том, что если мы употребляем астаксантин и тренируемся, то мы дольше остаемся энергичными, остаемся максимально сконцентрированными и не чувствуем ощущения даже мышечной усталости. Another indication is stimulation of the immune system. Следующее положительное влияние астаксантина, как вы думаете, вы все прекрасно знаете, это влияние на нашу иммунную систему. The cells in the immune system are rich on omega-3 fatty acids, which you get from the fish oil. Разумеется, клетки в нашей иммунной системе
насыщены полезными жирными кислотами, которые мы, к примеру, получаем из омега-3. And those are easily oxidized. And if they get oxidized, the function of the immune system will decrease. И, разумеется, данные клетки очень легко окисляются. А если они действительно окислились, то функции и барьерные факторы иммунной системы они снижаются. So with Астаксантин supplementation, it has been shown that you improve your immune system. You get more antibodies, so you can withstand getting flu or cold better. И употребление астаксантина помогает предотвратить данный процесс окисления и, соответственно, улучшить процессы иммунной защитной системы нашего организма и противостоять любым заболеваниям, которые мы получаем из-за, допустим, простуды, некомфортное самочувствие. And there are more and more studies coming out about Астаксантин. И на самом деле ученые продолжают исследовать положительные действия астаксантина на наш организм. But it all depends that it goes in all over in the body and protect all cells in our body from oxidation. Разумеется, все они основаны на том факте, что клетки астаксантина проникают во все процессы жизнедеятельности нашего организма и защищают нас 360 градусов, все наше тело. So, any questions?